Привет, друзья! У нас сегодня очень информативный ролик. Мы будем говорить про дрожжи. Дрожжи — это разновидность грибов, на самом деле одни из самых старых видов грибов, используемых людьми в приготовлении пищи, пива, вина, других напитков. В огромном количестве всяких интересных вещей используются дрожжи. Так вот, это просто грибы, которые питаются углеводами, в частности сахаром. Ну, вообще, чем проще углевод, тем лучше для дрожжей. И дышат воздухом. Но здесь есть одно небольшое лирическое отступление, что на самом деле дрожжи в процессе, например, если вы делаете, варите самогон, да, прямо скажем, делаете алкоголь, то дрожжи должны быть анаэробные, они должны не потреблять кислорода, и тогда они будут углеводы превращать в спирты. А дрожжи, которые используются для хлебопечения, они дышат кислородом, и при отсутствии кислорода они умирают. Поэтому это очень важный момент, да. Можно, в принципе, использовать и те, как бы там, это не принципиально важно, но качество продукта касательно именно алкогольного с пивными дрожжами будет выше, чем с хлебопекарными. Дрожжи вообще бывают, мы используем двух видов. Сухие и живые. Сухие вот у нас в пакетиках, живые обычно в таких вот брикетах. Вот в чем принципиальная разница, я вам сейчас объясню. На самом деле разница очень небольшая. В принципе, это одно и то же. Везде один и тот же вид грибов. Вот я сейчас не выговорю их название, поэтому если кто-то точно знает, обязательно в комментариях напишите, желательно с транскрипцией, да, чтобы все мы, и подписчики, и я, прочитали бы с удовольствием название этих грибов, вот, и знали бы его. Вот. Какие бывают дрожжи? На самом деле сухие дрожжи, да, они бывают тоже разные. Бывают дрожжи инстантные, быстродействующие. На самом деле это самый распространенный вид, который вы можете только встретить в магазинах. На них всегда написано быстродействующие или инстантные. И просто дрожжи сухие. Но их крайне редко сейчас встретить, потому что, какой в них смысл, когда есть как бы быстрые живые дрожжи. Они не живые, в смысле, быстрые сухие дрожжи. Вот, есть еще дрожжи для сдобной выпечки специально. Это вообще для лентяев, потому что здесь уже помимо ароматизатора ванили, да-да-да, вот здесь вот он есть, вот тут даже картинка есть, что, здесь есть ароматизатор ванили. Помимо этого, здесь еще всякие улучшители муки и много всякой другой ерунды. А вообще все они содержат два обязательных компонента. Это дрожжи сами и эмульгатор. Вот. Зачем он в дрожжах, меня не спрашивайте, я сам не знаю, но, видимо, это при производстве дрожжей есть какой-то момент, когда нужно что-то связать воедино. Вот. И есть еще живые дрожжи. На самом деле для меня это наиболее распространенный способ дрожжей, который я использую. Да. Я предпочитаю живые. Если у меня живых, конечно, под рукой нет, есть сухие, я могу взять сухие. Сухие, как их можно заменять? Сейчас я вам объясню. Живых дрожжей нужно в 2,5 раза больше, чем сухих. То есть, если сухих вам нужно 10 граммов, то этих нужно будет 25. Вот в обратную сторону это тоже работает. Есть небольшое отличие в способе подготовки дрожжей. Да, дрожжи всегда принято разводить в воде. Так вот, для живых дрожжей вода должна быть холодная, и это обязательное условие. Для сухих дрожжей вода должна быть теплая, да, и это тоже обязательно. Это может быть молоко, это может быть любая жидкость, да, не кислотная, какую вы только захотите, но это должна быть обязательная для сухих. Теплая, 30 градусов. Для этих можно вообще ледяную, холодную, им не важно. Кстати говоря, одно маленькое отступление, почему удобно, что нужно холодную. Сейчас я вам расскажу, потому что в процессе того, когда дрожжи начинают активно работать, а мы их, замешивая их в теплую воду, дрожжи начинают активно работать. Маленький спойлер, мы сделаем сегодня тест всех этих дрожжей в теплой воде. Условия будут у всех одинаковые. Будем смотреть, какие из них реально быстрые, а какие не быстро действующие. И где нас обманули. Так вот, когда мы смешали дрожжи с водой, да, развели их в воде, подготовили к использованию, мы должны, если мы использовали сухие дрожжи, эту воду охладить максимально быстро. Почему? Потому что дрожжи в теплой воде при наличии там углеводов начинают быстро размножаться. И чем это чревато? Тем, что ваша выпечка после того, как вы ее испечете, она будет пахнуть грибами
пахнут дрожжами. Знаете, такое бывает иногда, дрожжевой привкус у выпечки. Это связано в основном не с тем, что она не отпечена, потому что чаще всего структура уже как бы хорошая, а с тем, что нарушена была технология работы с дрожжами. Либо люди куда-то очень сильно торопились, вот, либо они просто не знали, как нужно это делать. Ну что, друзья мои, сейчас мы с вами проведем эксперимент и проверим, действительно ли дрожжи, которые мы купили, быстродействующие, и быстрее ли они действуют, чем живые. Итак, по результатам нашего эксперимента мы выявили, что реально самые быстродействующие дрожжи оказались SAF-момент быстродействующие. На самом деле, если нет у меня живых, использую именно их. Другие вообще практически никогда, реально, никогда их не покупаю. Ищу SAF-момент. Следующие по быстроте и силе стали дрожжи Подровка. Хорватская фирма, если кто не знает, производит какую-то там приправу. Вот, и дрожжи, оказывается, тоже. Вот, остальные плюс-минус очень странного цвета оказались дрожжи SAF-момент для сдобы. Пахли ванилью на всю кухню, ароматизаторами, но розовый цвет меня немножко смутил. А живые, кстати говоря, они не образовали такой пены, как образовали другие, да, дрожжи, но при этом всю дорогу они прям шипели и издавали, такой шипящий звук, там явно шел процесс газообразования. И именно этот процесс газообразования активный нам-то и нужен в хлебопечении, да и вообще при работе с дрожжами. Поэтому я делаю свой вывод, что два варианта дрожжей всего можно использовать, по моему мнению, да, субъективному, безусловно, у вас там наверняка свои. Что если есть живые, мы используем живые, они больше всех вырабатывают газа, да, они образуют пену, но пена нас и не интересует. Если же живых нет, то мы выбираем SAF-момент быстродействующий, потому что они реально быстродействующие. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам было весело. Ставьте лайки обязательно и напишите еще, может быть, какой-то интересный эксперимент нам все-таки с вами провести. Вообще проводить. Эксперименты клевая тема. Только идеи нужны, кидайте идеи. Все, всем пока.